WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни. Макс растет, поэтому все хорошо. Ух, а кто у нас объявил смерть WhatsApp и Telegram? Точно ли все хорошо? Давайте разбираться. И, конечно, не умер WhatsApp и Telegram, а убили прямо конкретные люди. В том числе вот этот человек из начала ролика. Сейчас я расскажу вам, кто и как блокирует наш интернет. Кто решает, какие сайты вам можно посещать, а какие не стоит. Вопрос крайне насущный и комплексный. Сначала разберемся, как все устроено. Есть Владимир Путин. Он принимает решение, что интернет вам больше не нужен. Исполнителем его решения является Роскомнадзор. Но сам по себе Роскомнадзор — это такое Министерство правды. Они решают, что именно блокировать. А еще есть Ростелеком, главный инженер, который строит для этого инструменты. То есть Роскомнадзор пишет приказы, а Ростелеком все технические возможности для этих блокировок создает. И если Путин заказчик блокировок, Роскомнадзор публичное лицо, то Ростелеком — это руки, которыми все это и делается. Некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Про руководство Роскомнадзора уже много сказано журналистами. Сегодня же мы с вами познакомимся с Ростелекомом. Кто руководит этим ведомством, что этим человеком движет, почему он решил блокировать наш интернет. Принадлежит Ростелеком по факту государству. Они отвечают за всю связь в стране, за мобильный и домашний интернет, за кабельное телевидение. Они же обеспечивают все прямые линии Путина, систему подсчета голосов на выборах, разрабатывают жульническое электронное голосование. Портал госуслуг тоже они. И они же контролируют единую биометрическую систему. То есть знают примерно все и про всех. Но еще активно участвуют в блокировках интернета. Как крупнейший госоператор, Ростелеком первым тестирует новые методы блокировок, например, замедление YouTube или блокировку VPN-ов. А потом это выкатывают на всю страну. Абоненты, конечно, жалуются, но нас вообще не волнует проблемы YouTube, это их проблемы. Руководит Ростелекомом уже почти 10 лет Михаил Осиевский. Фигура, возможно, вам не сильно знакомая, но именно он один из ключевых злодеев, которые и поломали нам интернет. И всем этим занимается Ростелеком. И сейчас мы с вами познакомимся с злодеем поближе. Как это часто бывает в путинской власти, злодей – уроженец Ленинграда. И именно благодаря месту рождения его карьера постоянно двигалась вверх. Начинал секретарем в комсомоле, поработал несколько лет инженером, а потом попал в структуры влиятельного питерского криминального олигарха Владимира Когана. Коган, кстати, в 90-е был близок к Путину. Об этом много писала петербургская пресса. Был владельцем банка, который в народе называли попросту кошелек чекистов. А еще Коган был близок к Матвиенко. Вел различные бизнес-проекты с ее семьей и особенно с сыном Матвиенко Сергеем. Когда Валентина Ивановна стала главой Петербурга, много людей из окружения Когана вошли в ее команду, в том числе на высокие посты. Питерские журналисты уже тогда сразу писали и связывали приход в политику Осиевского исключительно решением олигарха Когана и его подруги Матвиенко. Сначала он был вице-губернатором, отвечающим за финансы и экономику города, а позже и вовсе возглавил администрацию Матвиенко, став по сути ее правой рукой. Фразы «ситуация стабильна» и «казна может не досчитаться 100 миллиардов» из его уст прозвучали одинаково. Известие о потере третьей части дохода Михаил Осиевский огласил сухо и спокойно. Мы понимаем, что у нас будет сокращение параметров городского бюджета. Мы вынуждены будем отказаться от целого ряда программ, но главное видеть перспективу. Когда Матвиенко покинула пост губернатора и перебралась в Москву на должность главы Совета Федерации, по факту став третьим человеком в стране, наш герой тоже перебрался в столицу и стал советником Набиуллиной. Но это была всего лишь передержка на полгодика перед назначением на жирный пост. Его пристроили в ВТБ, который тесно связан с семьей Матвиенко и который выкупил активы промышленного строительного банка Когана, откуда и начался стремительный взлет Осиевского. Проработав в ВТБ 5 лет, его назначили главой Ростелекома. К слову, акционером Ростелекома является тот же ВТБ, где до этого трудился замом главы Осиевский. Вот так с 2017 года указом Дмитрия Медведева Осиевский назначен руководить Ростелекомом. И надеюсь, что и наша государственная компания будет соответствовать всем современным тенденциям. При нем Ростелеком активно стал помощником ФСБ в слежке за гражданами. Ростелеком разрабатывал и внедрял ТСПУ, которые по закону о суверенном интернете обязывают поставить всех провайдеров, чтобы следить за вами. Разрабатывал систему электронного голосования, которым воруют ваши голоса.
рассылал электронные повестки для набора на войну. При Осиевском Ростелеком из компании, которая, по сути, просто должна обеспечивать нас нормальной связью, окончательно превратилась в ключевой инструмент установления диктатуры. Мы двигаемся в правильную сторону. Я сейчас не хочу вступать в дискуссию по этому поводу, но государство выполняет очень важную функцию обеспечения безопасности страны в целом, каждого из нас. И мы часть этой борьбы. Обычный госуправленец Осиевский, по сути чиновник, превращается в одного из главных циничных убийц свобод в России. Его цинизм и правда зашкаливает. Вот он говорит россиянам, которые неделями живут без интернета, что все хорошо. Зачем вам этот интернет? Пользуйтесь домашним телефоном. Пользуясь случаем, я хотел бы немножко поговорить про стационарный телефон, а то было много хайпа. Чего тебе этот Telegram или WhatsApp, говорит Осиевский. Вот кнопочки на стационарном телефоне набирай и общайся так. Я в какой-то момент сказал, что это такое же требование, как огнетушитель, как запасное колесо в автомобиле. Это гарантированный способ связи. Зачем тебе Roblox? Сходи поиграйся с телефонной трубкой дома. Это же очень удобно. У всех в квартире такой телефон должен быть. Что же я хочу сказать? Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. А давайте же мы с вами узнаем, сколько нужно домашних телефонов самому главе Ростелекома. Едва попав во власть, в команду Матвиенко, чиновник Осиевский начинает разрастаться недвижимостью. Смотрите, в ноябре 2003-го он становится вице-губернатором Петербурга. А уже летом 2004 года у него появляется роскошная 277-метровая квартира на Гангутской улице в центральном районе Петербурга. Там же, спустя пару месяцев, в этом же доме, Осиевский покупает и записывает на супругу Наталью еще 210 квадратных метров. Через 4 года, все еще работая в мэрии Петербурга, Осиевский разживается и столичной недвижимостью. У его супруги появляется почти 100-метровая квартира в одном из самых дорогих на тот момент столичных ЖК на Воробьевых горах. Следите, 270 квадратов тут, 270 квадратов там, еще 100. Это ж сколько телефонных трубок надо. Это не единственная недвижка в Москве. Когда его назначили главой Ростелекома, он сразу расширился. Приобрел квартиру в Коробейниковом переулке, роскошном месте в центре Москвы, в Хамовниках между Причистенкой и Остоженкой. В этом доме его сосед никто иной, как глава Роснефти, миллиардер Игорь Иванович Сечин. Только подумайте, 1 квадратный метр тут стоит порядка 2 миллионов рублей. А 100-метровая квартира Осиевского, соответственно, оценивается около 200 миллионов рублей. Деньги – это эфемерная вещь. Да. Вот. Не только в Москве и Петербурге владеет недвижимостью глава Ростелекома. Выбирается и подальше. В Севастополе мы нашли 2 здания площадью 554 и 351 квадратных метров. Их совладельцем является глава Ростелекома Осиевский. Мы думали, что это может быть дачка в Крыму, но нет. Это роскошный итальянский ресторан с живописными видами и виноградниками. Ресторан называется «Винодельня 78», где 78, как нетрудно догадаться, код города Петербурга. А выращиванием винограда и производством вина увлекается сын Осиевского, Дмитрий. Как мы узнали из атласа российских виноделин, в 2017 году, на тот момент 26-летний Дмитрий Осиевский покупает 150 гектаров земли в Крыму. Это больше, чем 3 Ватикана. И теперь тут делают вино. СМИ пишут, что около 30 тысяч бутылок в год. Что самое интересное, для Дмитрия этот достаточно крупный и трудоемкий бизнес всего лишь хобби, для души, потому что официально он трудится в совершенно другом месте. Я уверен, вы угадаете с одной попытки где. Конечно же, в банке ВТБ. Только с 2024 год он заработал там 9 миллионов рублей, и столько же за первую половину 2025 года. Но даже этих огромных денег не хватило бы и приблизительно на покупку 150-метровой квартиры в элитном доме в историческом центре Петербурга, в Басковом переулке. Жилой комплекс называется «Русский дом». Он выполнен, как пишут в проспектах, в стиле а-ля Рус и переосмысляет петербургские доходные дома эпохи модерна и оригинальную древнерусскую архитектуру. Очень впечатляюще. Судя по объявлениям, квартира, которую в 27-летнем возрасте купил сын главы Ростелекома, стоит сейчас 165 миллионов рублей. Хочешь расти, будь умеренным в личном потреблении. У Осиевского есть еще один сын, Александр. У него с супругой в элитном поселке Заречье, в ЖК Сколково парк, есть 2 квартиры, находятся по соседству друг с другом, 155 и 105 квадратных метров. И это не просто элитный ЖК.
Внимательный зритель помнит, ведь он уже всплывал в расследованиях. Именно этот ЖК соседствует с роскошной усадьбой бывшего вице-премьера, миллиардера Игоря Шувалова. Тогда некоторым жильцам этого дома буквально замуровали окна, чтобы они ненароком не увидели имение Шувалова. Но за сына Осиевского не переживайте, у него окна, конечно, есть. Самая главная ценность, которая у нас у всех появилась, это свобода. Всего недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму у семьи главы Ростелекома мы нашли на сумму более 1 миллиарда рублей. Он щедро получает за свою работу на государство, а еще помогает напрямую это самое государство уничтожать. Дело в том, что Осиевский входит в Генсовет партии «Единая Россия». Это руководящий орган в этой партии, то есть Осиевский — это прямо важный единорос. Прямо сейчас он участвует в формировании программы партии, с которой единороссы пойдут на очередные думские выборы в сентябре этого года. Это, конечно, отдельный прикол. ДЭК, электронное голосование, контролирует Ростелеком, которым руководит единорос Осиевский. Это тот самый ДЭК, который в прошлые думские выборы буквально стащил кучу мандатов с помощью ДЭГа в пользу именно Единой России. Звучит как анекдот, но это наша реальность. Ориентация партии «Единая Россия» именно на такой способ изъявления воли по выборам мне представляется абсолютно оправданной и правильной. Итак, блокировки коснулись всех. Страдают люди, страдает бизнес, страдают вообще все. А человек, который эти блокировки делает, живет жизнью миллиардера. Совершенно не парится о происходящем. Он состоит в Единой России и считает, что любые средства, которые защитят власть воров и жуликов, хороши. С моей стороны, было бы наивно и глупо говорить вам: вот давайте на выборы придем и проголосуем и победим Единую Россию. Ведь ни у кого нет никаких сомнений, что власть в нашей стране сменится не таким путем. Ведь Единая Россия уничтожила свободные выборы. И ничего. Хорошего. Но к процедуре голосования они всегда подходят с волнением. Всегда тревожно, а что там подумает этот народ? Как сильно в этот раз он нас ненавидит? Поэтому очень правильным и полезным делом будет вот что. Первое. Обеспечить себя и своих родных VPN, чтобы обходить эти поганые блокировки. И второе, очень важное. Сагитировать всех своих знакомых против партии власти. Когда большинство людей в нашей стране почувствуют, что Госдума состоит из самозванцев, что за этих людей никто не голосовал, то тогда народный гнев может вылиться во что-то страшное для Путина. Всех агитируйте вокруг против Единой России. К сентябрю с вами конкретно решим, куда там ставить галочки, идти и что делать, чтобы им напакостить. Но сейчас это время нужно потратить, чтобы объяснить людям вокруг нас, кто и почему стоит за блокировками, кто и почему кинул людей в беде в Сибири, Туапсе, в Дагестане, в других катастрофах, кто за это несет ответственность. Распространите это видео и поддержите выход новых расследований против этой поганой партии «Единая Россия». И подписывайтесь на этот канал, здесь тоже говорят правду.